Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» — это инструкция из 1950-х годов, как сделать звезду. В 1953 году, когда вышел этот фильм, Голливуд по факту из Мэрилин Монро создал свою блондинку. В том году вышло сразу 3 фильма с Мэрилин. Это «Ниагара» и «Как выйти замуж за миллионера». И можно сказать, это был год Монро. Но именно «Джентльмены предпочитают блондинок» соединил в себе сразу несколько очень удачных факторов. Во-первых, тогда было золотое время для мюзиклов на большом экране, а тут присутствуют музыкальные номера. Во-вторых, эстетика шоу «Girls» была тогда очень популярна не только в Париже, но уже и в Лас-Вегасе. И тут мы видим ее вкрапление. Кроме того, эстетика и мода здесь выходят на первый план. Идеальная блондинка, розовое платье, бриллианты. Именно в этом фильме появляется та самая культовая сцена, которую пробуют повторить на протяжении уже 70 лет очень многие. Именно здесь Мэрилин Монро становится не просто актрисой, а образом, который на самом деле повторить невозможно, но очень хочется. А меня зовут Елена Гонза, я рассказываю о кино и костюмах в кино, и сегодня особенный выпуск. Это 50-й эпизод на канале, и он посвящен одному из самых культовых фильмов в истории. Стоит отметить, что за образом идеальной блондинки стояла не одна актриса, ведь этот фильм строился на дуэте Джейн Рассел и Мэрилин Монро. Абсолютно двух разных женщин. Разных как по типажу женственности, так и по положению в киноиндустрии. На момент съемок Джейн Рассел была главной звездой проекта, и у нее было все отлично с контрактом, с влиянием, с гонораром, который в разы превышал гонорар Мэрилин. Мэрилин Монро вспоминала в своем последнем интервью, что тогда студия обошлась с ней очень неуважительно, ведь гонорар Джейн Рассел составлял $200 тысяч, а гонорар Мэрилин Монро всего 18. Но именно этот фильм меняет баланс, и делает он это не только через камеру, но и благодаря костюмам, ведь ими занялся Уильям Травилла. Он был не просто художником по костюмам, он был дизайнером, который сконструировал образ Мэрилин как идеальной экранной фантазии. Уильям Травилла и Мэрилин Монро были довольно близкими друзьями, и некоторые источники даже утверждают, что у них был роман. Все сплетни оставим для отдельного выпуска про Мэрилин Монро, но здесь скажу, что Травилла разработал костюмы для 11 фильмов с участием Мэрилин Монро, и делал он для нее не только сценические образы, но также и одежду для повседневной жизни. «Джентльмены предпочитают блондинок» — это была уже 3-я совместная работа Травиллы и Монро. Но, как я говорила ранее, здесь главной звездой все-таки была Джейн Рассел. Травилла сделал потрясающие костюмы, начиная от просто шедевральной дизайнерской сборки, потому что они выполнены как архитектурные шедевры, и заканчивая ручной отделкой и вышивкой. К сожалению, информации про одежду Джейн Рассел в этом фильме гораздо меньше, чем про наряды Мэрилин Монро. Естественно, мы обратим внимание и на ее костюмы, ведь здесь прослеживается фирменный стиль и фирменная работа над платьями самого Уильяма Травиллы, которую так любили звезды Голливуда. Ну и, естественно, разберем очень популярные и известные модели, которые носила Мэрилин Монро. Фильм стал отличной платформой для Мэрилин Монро и помог ей проявить свою чувственность. Во-первых, благодаря танцевальным номерам. Ну, никто так не умеет двигаться, как Мэрилин, благодаря своим бедрам. А второй момент — это ее амплуа глупой блондинки. Она здесь абсолютно потрясающе раскрывается в комедийные роли, и в последующих фильмах мы будем видеть именно такой типаж от Мэрилин. Что касается Уильяма Травиллы, думаю, ему тоже пришелся по душе этот проект. Ну, во-первых, ему необходимо было одеть 2 красавиц Голливуда.
Во-вторых, у него был неограниченный бюджет на костюмы. А в-третьих, абсолютная творческая свобода. Все, что нужно было подчеркнуть красоту Мэрилин и Джейн Рассел. Но проблемка здесь как раз и была в этом, потому что и Джейн, и Мэрилин Монро очень отличаются по типажу и росту. А, как мы знаем, половина фильма основана на том, что они танцуют вместе и одеты в одинаковые костюмы. Эти парные костюмы одновременно должны были подчеркивать красоту обеих актрис и одновременно их индивидуальные особенности. Когда мы видим начало фильма и когда они появляются на экране в этих красных платьях, невозможно сказать, кто на самом деле из них красивее. Их появление очень эффектно. Когда они выходят на сцену, то сбрасывают меховые накидки, и мы можем заметить, что подкладка на этих накидках выполнена из той же ткани, что и сами платья. Платье прекрасного красного оттенка. Во-первых, он подходил и Мэрилин Монро, и Джейн Рассел. А во-вторых, это прекрасный цвет для начала. Красный цвет приковывает наш взгляд и вводит в действие, и мы уже наблюдаем за ними с особым интересом. Именно в этих нарядах мы видим настоящих шоу-див. Эти платья сияют, будто усыпаны рубинами, и одновременно подчеркивают сексуальность главных героинь. Эти платья выполнены из крепа, с подкладкой из крепа, и на них вручную пришили эти тысячи пайеток, которые были, можно сказать, закручены в разные стороны, и именно благодаря этому эффекту они отбивали свет, когда девушки крутились, создавая этот блеск. Платья кажутся очень откровенными из-за двух акцентов. Первый – это очень высокий вырез, прямо до верхней части бедра, который еще и заметен благодаря бриллиантовой броши, которая закреплена над ним. А второй акцент – это приподнятая линия груди, которая обошла цензуру благодаря вставке из прозрачной ткани телесного цвета, которая была закреплена на платье, начиная от шеи и заканчивая линией талии. И с одной стороны она создавала иллюзию наготы, а с другой стороны ничего по факту не показывала. Модель этого платья нам рассказывает на самом деле больше, чем может рассказать любой историк моды про Травиллу. Потому что здесь, во-первых, мы видим его фирменную конструкцию создания платьев, одну из его тайн, так скажем, потому что он довольно часто для эффекта создания подчеркивания талии использовал как раз вот эти косточки, которые закреплялись снизу талии и шли вверх английской буквы «В» до ниже чуть-чуть, чем линия груди. И это создавало эффект натянутости платья и показывало тем самым более стройную талию, по крайней мере, такой был визуальный эффект. А второй момент – насколько Травилла все-таки был матерым художником по костюмам. Ведь тогда еще существовала цензура, самоцензура для кинопрокатчиков, и тогда даже нельзя было женщину в кружеве показать на экране. А Травилла делал настолько эффектные платья, и никто ему и слова не говорил. Одно из этих платьев, кстати, сохранилось и по сей день. Сохранилось оно благодаря Дебби Рейнольдс, о которой я периодически вспоминаю. Это была актриса, которая в какой-то момент заинтересовалась, что же находится в тех ящиках и сундуках, которые хранятся в отделах художников по костюмам на киностудиях и которые периодически идут в утиль или в какие-нибудь благотворительные магазины. В общем, один из них она когда-то открыла, а там оказались и туфельки Дороти, кажется, и платье Одри Хепберн, и куча еще всего. Она сделала музей, но его очень дорого было содержать. В общем, после ее смерти очень много вещей ушло с молотка на разных аукционах. Такие это платье ушло с молотка, не помню на каком аукционе, но это было в июне 2011 года, и было продано оно за $1,2 миллиона. Кстати, да, насколько сейчас важна одежда из фильмов и насколько она ценна. Сейчас-то вся одежда идет на выставки, едет по всему миру. А сам Уильям Травилла рассказывал, что он
выпросил просто очень много костюмов и платьев Мэрилин, потому что не понимал, какая польза и необходимость, вообще ценность в них и зачем их хранить. Но я снова возвращаюсь к этому образу, потому что тут еще присутствуют элементы и аксессуары, на которые хочу обратить ваше внимание. И начну я с украшений. Ну, тогда, в 50-х годах, мы помним, что еще использовалась техника техниколора, благодаря которой вещи выглядят гораздо более ярче на экране, чем они есть в жизни. И это касалось, конечно же, украшений. Тогда не было еще традиции делать какие-то коллаборации с ювелирными домами. Кроме того, считали, что на экране хорошо выглядит то самое, как говорит свинка Пеппа, пластиковое золото. То есть здесь в основном стекляшки, какая-то бижутерия ярко сияет. Это, конечно, касалось этих украшений, которые мы видим на экране в этом фильме. Одна из бывших ассистенток Вильяма Травиллы, когда работала над этим фильмом, вспоминала, что, увидев это платье, это красное платье на примерке на Мэрилин, была просто потрясена. А ее попросили поехать и купить бижутерию к этому платью. И она купила серьги за $2,5. А после съемок Мэрилин Монро ей их подарила. Она говорила, что, кстати, во-первых, вряд ли они сейчас стоят $2,5, а во-вторых, до сих пор сомневается, имела ли право Мэрилин Монро раздавать вещи, которые вроде как принадлежали киностудии. Но это явно говорило про характер и доброту самой Мэрилин Монро. А вот что касается головных уборов, так здесь было все так же скрупулезно, как и в плане пошива платьев. Этими головными уборами занимался также Вильям Травилла, и здесь мы можем видеть этот элемент в форме шляпки, украшенный также пайетками, расшитый вручную этими пайетками, точно так же, как и платье, а также он обрамлен еще и белыми страусиными перьями. Этот головной убор смотрится очень эффектно, но я должна сказать, что обычно у Вильяма Травиллы было несколько вариантов костюмов, и был еще один вариант этого красного платья. По поводу шляпки там не сильно упоминается, но, судя по всему, она была более экстравагантная, ведь к тому варианту красного платья еще делался элемент в форме трезубца, из которого торчали белые страусиные перья, а еще там был элемент на талии, тоже в виде букета из белых страусиных перьев. Но этот вариант, более экстравагантный, был отвергнут создателями фильма, и видим мы это платье в таком виде, в котором его утвердили. А что касается обуви, то мы, конечно, замечаем, что на них туфли такие же красные и блестят, но что это за обувь, рассмотреть крайне сложно. А это обувь от Сальвадора Феррагamo. Там были очень высокие каблуки, и мы можем заметить, если будем пересматривать, что Джейн Рассел иногда смотрит под ноги, а вот Мэрилин Монро в них ходит, как сейчас ходит большинство в кроссовках, даже не глядя на ступеньки. Мэрилин Монро, кстати, обожала обувь от Феррагamo и носила ее очень часто как в жизни, так и на экране. Но, я думаю, хватит про этот образ, ведь дальше будут гораздо более известные платья. Следующие наряды, которые мы видим на героинях, это уже их, так скажем, повседневная одежда. Они на корабле отправляются в Париж, и за это время путешествия сменят сразу несколько образов, как повседневных, так и коктейльных. Мне очень нравится, как здесь подошли к выбору цветов, фактур и некоторых узоров для одежды каждой из героинь. Ведь персонаж Джейн Рассел надевает одежду всегда яркую, всегда подчеркивающую фигуру. Ее платья имеют очень чистые цвета. Это красный или черный, или это сочетание очень такой ярко выраженной клетки или гороха. Очень часто на ней такие куртки-пальто, которые очень были популярны в тот период, и они являются двухсторонними, и каждый раз это ансамбль, очень яркий ансамбль, который также
прямолинеен, как и она. В то же время ее наряды подчеркивают ее фигуру, как любил Уильям Травилла. Это наряды, которые не выпячивают грудь, потому что он любил немножко скрыть зону декольте, чтобы не было каких-то складок в районе подмышек, чтобы ничего прям не выпирало и не было такого ощущения вульгарности. В то же время он использует вышивку, он использует кружево, и, судя по описанию костюмов Мэрилин, которая была, напомню, второстепенной актрисой здесь, если уж для нее делали вышивку вручную, то для Джейн Рассел, естественно, эти костюмы создавались очень скрупулезно. Обратите, пожалуйста, внимание на все 3 платья персонажа Джейн Рассел, в которых она появляется, пока они плывут в Париж. Они все темных оттенков, но это настолько актуальные и современные силуэты, которые непонятно каким образом вообще не утрачивают своей актуальности. Первое платье – это платье, когда они парой вместе с Лорелей появляются на ужине. И нельзя сказать, что оранжевое платье Мэрилин Монро к себе оттягивает внимание. Нет, это платье, выполненное из ткани с блестками, очень эффектно смотрится, и такое чувство, что оранжевое платье, наоборот, подчеркивает весь силуэт, всю значимость этой простоты и ее эффектность. Следующее платье, которое она надевает на свидание со своим новым другом, выполнено из кружева. Это кружево, скорее всего, было ручной работы, и это платье дополнено шалью или шарфом. Мы не можем видеть в темноте, также не видим ее в полный рост, но она эту шаль позже накидывает на голову. Это платье выполнено в испанском духе, и тем самым оно очень хорошо подчеркивает характер героини. Она страстная, она знает, чего она хочет, в то же время она может немножко пожеманничать, когда накидывает ту самую шаль. Она вроде как и остается полностью закрыта, но в то же время кружево всегда играет в двойную игру. С одной стороны, намекая на кокетство, с другой стороны, показывая своего рода пока что недоступность. Ну и третье платье Дороти – это платье с открытым бюстом, в котором она разоблачает своего нового друга. Это платье очень эффектное, там открыто-закрытый вырез бюста, все как любит Травилла, плюс этот вырез оформлен вручную нашитыми пластиковыми украшениями, какими-то пластиковыми драгоценными камнями, но при этом это все выглядит очень красиво и элегантно. А на фоне фактурного наряда Лорелей она действительно сияет более ярко. И, кстати, про это платье Лорелей сразу скажу, что, во-первых, мы его на самом деле не видим. Там очень красиво атласом обрамлено само платье, но платье в фильме так и не появляется, потому что персонаж Мэрилин Монро его одевает исключительно с этим пиджаком Матадора. Это платье и пиджак выполнены из фактурного крепа. Мы видим, что здесь очень красивый узор, и на самом деле нам может казаться, что оно какого-то темно-синего оттенка или черного. На самом деле оно было пурпурное. Оранжевое же платье, которое вы уже видели на фотографиях и наверняка помните, стало, естественно, известным, но оно, к сожалению, имеет очень грустную историю. Это платье было выполнено из шифона, оно было тыквенного оттенка. Была, кстати, еще одна версия Травиллы практически идентичного платья, там разница была в бретельке, оно было розового цвета. Это платье, как мы видим, на лифе обрамлено кристаллами и бисером, но при этом косточек каких-то, какой-то конструкции в самом лифе нет. Косточки были вшиты только по бокам, что как раз очень эффектно держало это платье. Мы видим, насколько оно необычное в том плане, что не можем понять, как же Мэрилин Монро натянула его.
А там такая же история, как с одним из платьев в фильме «Ниагара». Здесь молния спрятана среди вот этих вот складок спереди, а оно расстегивалось спереди. Но, судя по всему, это платье было собственностью студии «20-е столетие Fox», и они его оставили в своем отделе костюмов. И позже, через несколько лет, вышел на экраны фильм «Эта девушка не может иначе», и в этом платье появилась новая звезда, молодая актриса афроамериканского происхождения Эбби Линкольн. А через год после премьеры этого фильма Эбби еще и появилась на обложке одного из журналов в этом платье. Это спровоцировало бурю негодования среди поклонников Мэрилин Монро, так как им казалось, что она, не такую несет интерпретацию этого платья, и вообще, как она посмела. А Эбби, наоборот, это платье не нравилось, и она не видела здесь какой-то сексуальной оболочки, наоборот, она видела это платье как символ эксплуатации собственного тела. Поэтому она его, мягко говоря, не любила, и, как позже она говорила, она его после этого сожгла, чтоб больше никогда в жизни его не надевать. Судя по всему, так и произошло, потому что его так и не нашли, так нигде и не отыскали, но где-то существовала эта розовая версия. Кстати, я не нашла, существует ли она до сих пор, но, по крайней мере, были фотографии и эскизы этих платьев, и на том спасибо. Возможно, вы знаете историю про скандальные снимки Мэрилин Монро, которые всплыли как раз в процессе съемок этого фильма. Еще в 1949 году, за 4 года до выхода «Джентльмены предпочитают блондинок», она действительно снялась обнаженной фотосессией, и в календаре 1952 года появилась как минимум одна фотография с ней. Она думала, что ее никто не узнает. Но этого не случилось. Кстати, одна из фотографий, также этой фотосессии, появилась и в первом журнале Playboy немножко позже, в декабре 1953 года. Можете представить, какой скандал это вызвало на съемках и насколько в шоке были продюсеры, узнав о подобных историях и о том, как это может повредить фильму. Но Мэрилин довольно неплохо общалась с прессой, и она использовала амплуа глупой блондинки уже тогда. Она согласилась на эксклюзивное интервью, где рассказала, что у нее, к сожалению, не было денег, и только так она могла заплатить за аренду жилья. Хотя в других источниках упоминается, что именно те $50, которые она получила за фотосессию, она заплатила, чтобы забрать обратно свою машину. Ее стратегия сработала, зрители ее любили, простили, и все обошлось хорошо. Это даже не нанесло урона фильму. Но как раз, когда разгорелся этот скандал, продюсеры решили не рисковать. Одно из платьев они заменили, и, как оказалось впоследствии, они правильно сделали. А одно платье уже было на съемках, оно было безумно красивым, но сцены с ним практически все вырезали. Мы его видим пару секунд, и то Мэрилин мы здесь видим со спины. Но это платье стало, тем не менее, очень известным. Я имею в виду золотое платье Мэрилин Монро. Это платье мы видим на героине Мэрилин Монро, когда через окно за ней наблюдает ее подруга Дороти. Это платье было архитектурным шедевром и классикой работы Травиллы. Оно было выполнено из ткани ламе, которая уже, к сожалению, не производится. Особенность этой ткани в том, что вплетались, металлические или металлизированные нити, а изначально эта ткань появилась, когда туда вплетали золотые или серебряные нити, но это было когда-то очень давно, это была самая дорогостоящая ткань на свете, а сама ткань обработана в технике плессировка.
Травила очень любил дизайн подобных платьев, потому что они подходили женщинам с абсолютно разными фигурами. А кроме того, мы видим здесь снова повторяющийся тот самый V-образный вырез, и здесь присутствовали те самые косточки, которые шли от талии вверх к груди, напоминаю английскую букву В, тем самым это платье структурируя и закрепляя. Он, кстати, считал, что у Мэрилин идеальная грудь, и идеальная она не из-за формы или упругости, а идеальное у нее расположение, так как груди находятся не близко друг к другу, и поэтому подобный вырез идеально на ней смотрелся. Это платье настолько тесно облегало Мэрилин Монро, что его приходилось буквально на ней вшивать. А еще это платье не имело подкладки, поэтому Мэрилин отдельно надевала нижнюю юбку. Это платье было настолько откровенным и сексуальным, что в кадре мы видим его всего 2 секунды и только со спины. Но оно так понравилось Мэрилин Монро, что она хотела присутствовать в нем на премии Photoplay Awards 1953 года. Травила не давал ей это платье, пока она его не обошла. Она позвонила Дэрилу Зануку, тогдашнему главе киностудии, который сказал настоятельно Вильяму Травилле разблокировать это платье. Естественно, Монро пошла в этом платье, плюс еще и не надела нижнюю юбку. Она шокировала всех окружающих, но это, видимо, была и ее цель. Даже Джоан Кроуфорд, которая отличалась своей прямолинейностью, сказала, что Мэрилин Монро выглядит просто вульгарно. Тем не менее, фотографии Мэрилин на этом мероприятии стали чуть ли не такими популярными, как и ее фотография, где она в белом платье стоит возле вентиляционного люка, кадр из фильма «Зуд» 1977 года. К слову сказать, больше она не надевала этот дизайн золотого платья от Травиллы, хотя он использовал эту и подобные модели для многих других звезд. Травилла создал 3 версии золотого платья для фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Первая версия была с поясом, второй вариант с 4 золотыми шарами на талии, а третий с бантом. На тестовых снимках можно видеть, что Мэрилин надевает платье с поясом, но эта версия ей никогда не нравилась, и Травилла тоже не любил это платье. Были фотографии, в которых ее прям хорошо и правильно засняли. Она была в платье с шарами, но в самом фильме непонятно, была версия с бантом или с шарами, потому что мы ее видим со спины, и здесь разобрать невозможно. Но когда в последующих версиях в период своей карьеры Травилла делал подобное платье для других актрис, он их всегда делал с бантом, поэтому я ставлю на бант. Что касается повседневной одежды, то здесь очень интересный аспект в плане гардероба Лорелей, которую играет Мэрилин Монро. Как я уже упоминала, Дороти, героиня Джейн Рассел, носит очень яркие и контрастные паттерны, а также очень чистые цвета. Красный, черный, голубой с белым, то есть все, что приковывает взгляд, все, что говорит про прямолинейность. Гардероб же Лорелей складывается из сложных цветов и оттенков. Здесь есть фиолетовое платье, оранжевое платье, позже и появится розовое платье. Здесь есть оттенки. Даже когда мы видим девушек, когда они только идут на корабль, мы видим очень структурированный образ, очень такой яркий силуэт Дороти, которая носит красный пиджак и шляпку, которая тоже является очень такой геометричной. И в то же время Лорелей в темно-синем платье с леопардовой накидкой выглядит гораздо более мягкой и воздушной натурой.
Единственное платье в гардеробе Лорелей, которое имеет хоть какой-то паттерн, это оранжево-коричневое платье. Позже сама Марлен Монро будет его носить и будет сфотографирована через год, в 1954 году, в нем, когда будет находиться в Корее. Тогда они с Джо Димаджо уедут в Японию на медовый месяц, и тогда же ей предложат за 4 дня провести 10 выступлений для морских пехотинцев США, и тогда она рассказывала, что действительно почувствовала себя звездой, действительно почувствовала себя популярной, и это было потрясающее для нее время. На протяжении фильма мы видим также и еще выступления этих девушек в довольно компрометирующих нарядах, но они все-таки шоу-герлз, и они должны так одеваться. Не все наряды вошли в фильм, потому что были костюмы, например, у которых был бант, который находился в области паха, и, естественно, такой костюм после этого скандала с фотографиями Мерлин не мог появиться на экране. Тем не менее, эти фотографии иногда используют на обложках DVD. Мы можем видеть их костюм с этими жуткими розочками, которые выполнены вручную. Это еще один дизайн Травиллы, но это, наверное, максимум из открытых образов этих девушек. Кстати, если вы не обращали внимания, то если будете пересматривать, обратите внимание на то, что они очень часто пытаются ходить вместе как будто синхронно, даже когда они не выступают, даже когда на них нет одинаковых костюмов, и они выглядят абсолютно по-разному, они, тем не менее, даже идут в ногу. Эта симметричность нужна была для того, чтобы показать, насколько близкими подругами они являются, а не только говорят об этом. Моим самым любимым нарядом этого фильма стал комбинезон, или это кофта и брюки на героине Мерлин Монро, та самая зеленая кофточка, которая на талии подчеркивается атласным бантом. Очень красивая эффектная вещь, которой вдохновляются и другие дизайнеры. Например, по-моему, Гуччи представили очень подобный контрастный наряд. Очень странно, но опять-таки это та вещь, которая выглядит актуальной и современной даже сегодня. Когда героини оказываются в Париже и без средств, они вынуждены снова танцевать на сцене в ночном клубе. И здесь героиня Мерлин Монро должна была появиться в очень ярком наряде, который заменили на то самое, одно из, наверное, самых известных розовых платьев в истории. Да, очень много говорят о нем, мы тоже поговорим, но я хочу обратить внимание на тот наряд, который изначально придумал Травилла, потому что на него стоит обратить внимание, он был действительно произведением искусства, но, как мы помним, опять-таки из-за скандала с фотографиями, это первый и, наверное, единственный наряд, который просто запретили надевать Мерлин и сказали переделать его. И за 2 дня Травилла с этим справился. Оригинальный костюм разрабатывался для одной из самых чувственных женщин, которая должна была петь про бриллианты. Естественно, они должны были украшать ее как можно более ярче. Основой дизайна был сетчатый боди, который поднимался до уровня груди, и под ним была подкладка из ткани телесного цвета. Объемное и очень сложное ожерелье из бриллиантов начиналось на уровне плечей и каскадом по линии декольте спускалось к огромной броши, которая была закреплена чуть ниже груди. Ниже на Мерлин была конструкция, которая напоминает портупею, и на ней были крупные крючки, которыми она крепилась и удерживалась на бедрах. Ниже было 4 ряда огромных камней, которые как раз размещались на линии бедер. Сзади на платье соединялось 5 элементов длиной до пола. Они были выполнены из бархата и обрамлены бриллиантами для того, чтобы напоминали хвост павлина.
На головном уборе мы видим еще больше бриллиантов, также там тиара и перья черной райской птицы, и весь этот образ дополняют также перчатки черного цвета и, естественно, множество ювелирных украшений. Этот наряд стоил на тот момент $4000, то есть в эквивалент на сегодняшние деньги это почти $49 000. Кроме того, местный ювелир каждый раз перед тем, как Мэрилин Монро надевала этот костюм, прикреплял спереди вот те самые крупные камни для того, чтобы они, во-первых, симметрично смотрелись и были прикреплены очень хорошо и качественно во время танца, но и, конечно, чтобы они не цеплялись за ту самую сетку. Я даже не могу представить, что чувствовал Уильям Травилла, когда ему сказали, что платье не подходит. Он на него потратил месяцы. Это было произведение искусства. Это платье идеально подходило под песню. И это же все произошло из-за компании 20-е столетие Fox, которая как раз и не продлила Мэрилин контракт. Потом взяли ее. За это время барышня натворила делов. Но я думаю, что он выдохнул и пошел дальше работать, потому что с неограниченным бюджетом нужно было дальше работать над новым платьем, над новым эскизом. На это оставалось очень немного времени, и он сделал свой архитектурно-дизайнерский шедевр в плане одежды, в плане платья. Он использовал шелковый атлас Пьюдаш нежно-розового оттенка, который довольно нечасто используют на самом деле. И этим платьем, во-первых, нужно было скрыть все, что не нужно видеть, при этом дать возможность Мэрилин танцевать в этом платье и, конечно же, подчеркнуть все изгибы ее фигуры. Это платье Травилла назвал конверт-дизайн. Оно имело очень мало швов и выточек, и, правда, оно на самом деле надевалось как конверт. Там по центру была молния, а потом через правую сторону оно закрывалось, и через самодельные крючки такого же цвета, как платье, закреплялись, вот они сзади, закреплялась эта конструкция. Позже еще и был добавлен в тон большой бант на талии. Но здесь еще оставалось пару задачек со звездочками, потому что, во-первых, он сделал платье без бретелек, соответственно, нужно было в моменте танца не потерять грудь, выпрыгнувшую вдруг. Он, конечно же, делал то самое декольте, которое было немножко выше груди, то есть там уже ничего не выпрыгнет, но и ничего настолько не придавило, что прям невозможно дышать. А другой момент, очень хотелось бы, конечно, чтобы не помялся этот шелковый атлас, а это ткань, которая мнется довольно легко. И он решил найти нужную подкладку, и ею стал бильярдный фетр зеленого цвета, на который он прям наложил эту ткань нежно-розовую, которую мы в фильме видим как яркую, но, напомню, это техниколор. Эта ткань, благодаря фетру, как раз, во-первых, и не мялась, а во-вторых, сам корсет каркасом придерживал все, что должно было оставаться при Мэрилин, пока она кружится и танцует. Конечно, чтобы не виден был этот зеленый фетр, он был потом спрятан за шелковой черной тканью. Также мы видим элементы черные, как на самой Мэрилин, там, по-моему, банджиш, да, там черный, так и на девушках, которые танцуют рядом. Кстати, обратите внимание на вот эти сетки на их лицах. Вроде как это было сделано для того, чтобы придать больше контрастности блондинистому цвету волос Мэрилин. Конечно, Травилла обращала внимание на детали, и дьявол в деталях здесь как раз кроется на уровне перчаток Мэрилин, потому что эти перчатки выполнены из той же ткани, но на ладошках он нашил хлопок, потому что, когда она во время танца, ей нужно какое-то сцепление с партнерами, а не улететь, и партнер не схватит ее через этот шелк. Ну и, конечно же, на ней украшения.
Есть легенда, что Мэрилин Монро танцевала в украшениях от Гарри Уинстона, но, похоже, это не так. Я уже говорила, что, во-первых, предпочитали использовать украшения студии и предпочитали использовать как раз стекляшки и пластиковое золото, потому что оно более выигрышно смотрелось благодаря технике Technicolor. Но позже вроде как была коллаборация, когда Мэрилин Монро действительно надела его украшения. Уильям Травилла, естественно, делал копию для этого платья, и, к сожалению, остался один вариант. Во время танца она была настолько повреждена, что невозможно было восстановить. А платье, вот, которое осталось, одна из вариаций, была продана на аукционе в 2010 году. Тогда цена варьировалась по прогнозам от 150 до 250 тысяч долларов, но в конечном итоге это платье продали за 370 тысяч долларов. А вот что обувь была от Ferragamo, мы не можем подтвердить, ну и не можем опровергнуть. Но, судя по всему, раз он занимался обувью для этого фильма, скорее всего, мог приложить руку к этой обуви. Информацию я не нашла. Если у вас есть, напишите, пожалуйста. А что касается выбора цвета этого платья, ну, оказалось, что это очень выигрышная история. В начале 20-х годов журнал Time, кажется, делал опрос, спрашивая, голубой это цвет для мальчиков или для девочек, и то же самое касалось розового. Так вот, 60% опрошенных говорили, что голубой это как раз девчачий цвет. Послевоенный период, как раз в начале 50-х, очень взялись за то, чтобы популяризировать цвет розовый как женский. Ну, такая была политика, ладно, бог с ним. Штука в том, что первый, кто надел и популяризировал розовый цвет, это была Мими Эйзенхауэр, жена президента, которая на инаугурации появилась в платье нежно-розового цвета. Вроде как тогда она задала моду. Но это был 53-й год, как раз тот же год, когда и Мэрилин Монро появилась в этом самом розовом платье. И они просто сделали этот розовый бум. Сказать, как много людей пытались примерить на себя розовый образ Мэрилин Монро из этого фильма, наверное, невозможно. Было очень много как публичных выступлений артистов, так и просто пародий. Наверное, это одна из самых знаменитых сцен в кинематографе. Ну, не знаю по какому рейтингу, но явно она находится в топе. И Мадонна, и Кайли Миноуг, даже Марго Робби в роли Харви Квинн пыталась воссоздать этот образ. Один из последних, наверное, самых запоминающихся был, когда Райан Гослинг пел свою песню из фильма «Барби» на премии «Оскар». Но этим номером, естественно, фильм не заканчивался, это была кульминация, и я не думаю, что сделаю спойлер тем, что перескочу сразу к концовке. Конечно, это фильм 53-го года, и я думаю, что многие посмотрели его, тем более, если уже смотрите разбор костюмов. А заканчивается фильм тем, что главные героини выходят замуж. И снова они это делают в одинаковых платьях. Если это все начиналось с шоу девушек, которые таким образом показывали свою схожесть, здесь они тоже стали лучшими подружками на свадьбах друг у друга в одинаковых, повторюсь, платьях. Эти платья также подчеркивали хорошо фигуру каждой из них. И, ну, я думаю, мало кому не идет белый цвет. А здесь снова-таки использовалась вышивка ручной работы, чтобы украсить и ту, и другую звездочку.
Стоит отметить, что это, наверное, один из примеров тех самых пресс-туров, которые мы сейчас начали изучать, в том числе и на моем канале. Это довольно недавняя история, но, как мы можем видеть на нескольких, на самом деле, фотографиях, уже тогда для продвижения этого фильма Джейн Рассел и Мэрилин Монро начали пробовать одеваться как их героини, тем самым представляя фильм для более широкой аудитории. В преддверии премьеры фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» обе актрисы оказались на Аллее Славы. Там они одновременно оставляли отпечатки своих рук, а также туфелек. И здесь они появились в платьях в горошек. Но эти модели уже отличались. Каждая из них выбрала ту модель, тот силуэт, который больше подходил ее фигуре. Но, тем не менее, они здесь продолжали немножко так рассказывать линию своих персонажей. Ну, тем более, что после этого фильма эти актрисы подружились. То есть, как мы видим, очень много было как исторических составляющих, так и, в принципе, факторов в самом мире кино, которые влияли на популяризацию этого фильма и в конечном итоге на то, чтобы Мэрилин Монро стала звездой. Мне очень нравится этот фильм, но, наверное, на сегодня о нем хватит. Надеюсь, это не последняя история с ролями Мэрилин Монро, которую мы рассмотрим, но в следующий раз точно не о ней. Спасибо, что оставались, что смотрите и подписываетесь. В следующий раз будем смотреть снова что-то интересное. Спасибо. Пока.